Так, ну что, я пробую сейчас новую систему фиксации камеры. Не знаю, хорошо ли видно. Надеюсь, что да. Решил я немножко покататься на велосипеде сегодня, потому что вчера я его... Вчера его только забрал и толком не успел даже покататься. Вот, а сегодня я хотел просто прокатиться, ну и параллельно поделиться с вами своими первыми впечатлениями о возвращении в Петербург. Я тут не был с зимы. Так, буду поправлять камеру. Сначала я был в Краснодаре, потом в Новосибирске. Ну и вот сейчас вернулся. Так, надо найти улицу, где меньше людей. Да, наверное, это не лучшая система фиксации, потому что он постоянно нужно придерживать. Микрофон хорошо подавляет ветер, потому что сейчас сильный ветер, и вроде, по идее, не должно быть слышно ветра. Блин, сложно на самом деле ездить, концентрироваться на том, чтобы ни в кого не врезаться и параллельно что-то говорить. Сейчас мне нужна спокойная дорога. Маяковский. Так, ну что, попробуем сейчас так, потому что, так как я записывал раньше, не совсем удобно, камера наклоняется и ничего не видно. Так должно быть лучше. Так, наконец-то мы на спокойной такой улице. Здесь какое-то странное модернистское здание слева, тоже затерявшееся в дореволюционных домах. Ну и вот, сегодня, в общем, да, как я сказал там раньше, я хочу записать влог, тоже влог, но на велосипеде. Вчера у меня не было возможности покататься, то есть я только проехался чуть-чуть и все, потому что было уже поздно, я устал, я еще встретился там с другом и довольно-таки поздно лег, потому что я вчера монтировал еще ролик. Сегодня я подумал, что я совмещу приятное с полезным, я и покатаюсь на велосипеде и расскажу вам о своих первых впечатлениях по приезду в Петербург. Ну что, третья система. Сейчас посмотрим. Так, ну что, третья система установки камеры. Блин. Надо купить какой-нибудь ремень, я не знаю. Тут такая дилемма перед тобой стоит. Либо ты едешь по дороге и рискуешь тем, что тебя собьют. Либо ты едешь по тротуару. И рискуешь тем, что можешь кого-то сбить. Только так. Я предпочитаю второй вариант. Блин. Петербург все-таки шумный город. Прям вот мне тяжело как-то расслабиться. Очень шумный. Шумный, суетливый. Прям после Краснодара на самом деле тяжело здесь находиться. Тяжело найти какой-то уголок. Такой спокойный, тихий. Здесь постоянно шум машин, постоянно много людей. Вот, даже не знаешь, куда деться. Но это, собственно, первое впечатление, которое у меня было, когда я приехал. То, что здесь слишком много народу, слишком много людей в одном городе.
Это как-то сразу бросилось в глаза. Сразу я, когда только приехал, только вышел из автобуса, когда я попал в метро, сразу же вот эти толпы людей. Это было что-то такое непривычное после Краснодара. Краснодар тоже довольно большой город, тоже миллионник. Ну, конечно, там не 6 миллионов, всего лишь 1 по официальным данным. Ну, а так может быть 2, не знаю. Местные любят говорить, что у них там чуть ли не 3 миллиона. Как бы своего рода такой критерий того, что город крутой. Вот. И все равно, даже вот в центре, там спокойнее, там как-то уютнее, не знаю. 25 часов. Если вы не знаете, что это за город, скорее всего, то в описании я оставлю видео. Посмотрите. Я записывал там недели 3 назад видео небольшое. И это самый центр. Вот. Ну и что мне нравится, это то, что там просто спокойно. Там тихо, спокойно, узкие улицы. Нет такого трафика. Ну, это классно. Вот, наконец-то мы оказались на каком-то районе. В каком-то районе, где уже спокойно более-менее. Ну, кстати, неплохое модернистское здание справа. Такое прям выбивается из общего ансамбля зданий. Ну, хотя тут уже много и современных зданий. Вот. Ну и это второе впечатление. Второе впечатление то, что Санкт-Петербург очень насыщенный город, очень такой пропитанный историей, очень богатый город, настолько исторический, что ему нет аналогов просто в России. То есть вы не найдете такой же город по количеству исторических зданий, по архитектуре. И это очень интересно, несмотря на климат свой, то, что здесь, конечно, жить очень тяжело, ну, по крайней мере, мне, здесь мало солнца, постоянно дожди. Летом хорошо, вот когда такая погода, сейчас, в принципе, не жарко, сейчас плюс 20 градусов, плюс 23, может быть. И в это время я люблю Петербург, люблю приезжать сюда именно летом. В остальное время мне не очень нравится, слишком уж серо. То есть Петербург у меня вызывает такие противоречивые чувства всегда. Я люблю этот город и не люблю. Но в любом случае, мне кажется, Петербург не оставит равнодушным. То есть всегда человек, который сюда приедет, он получит какие-то эмоции. Позитивные, негативные, но он получит. Блин, еще сильный ветер. Вообще, на самом деле, тяжело. То есть такого удовольствия ты вот сейчас от езды не получаешь. Потому что, во-первых, много людей. Ну, здесь поменьше, но я специально подальше от центра уехал. А во-вторых, машин много. В-третьих, ветер еще вот этот. Потом я еще записываю, постоянно поправляю камеру. Ну, мне нужно нормальный фиксатор взять. Короче, да, пока это тяжело все делать. Но, да, я хочу больше записывать, развивать этот навык, ну, прививать эту привычку. Потому что это в любом случае привычка. Красный. Ну, поехали прямо тогда. Да, это привычка.
Я хочу ее развить, я хочу развить навык записи таких видео. И хочу пробовать разные форматы, хочу записывать вот эти велоподкасты, хочу, да, просто пробовать разные вещи, чтобы не было скучно ни мне, ни вам. Хочу показывать вам города. Так что потихоньку буду пробовать. Это не так легко, как может показаться. На самом деле, то, что у меня в голове, вот что я хочу сделать, и то, что получается на самом деле, это совершенно две разные вещи. Но, наверное, это вопрос практики. Нужно просто делать. И со временем вот это ожидание, оно будет соответствовать осуществлению, то есть тому, как ты будешь это делать. Вот. Ну, это такие уже мысли вслух. Еще я пришел к выводу, что так как вы здесь на этом канале учите русский язык, я вчера, например, очень много наснимал видео без комментариев, то есть я просто снимаю и думал то ли наложить комментарий, то ли как-то смонтировать это вместе. А в итоге все это удалил. Это, кстати, Смольный собор. Ренессанс. Вот, делал его Трезини, архитектор итальянец, если я не ошибаюсь. Ну и таких, конечно, очень много в Петербурге. И вот еще одна из причин, да, посетить этот город. Короче, да, я про то, что когда я записывал влог вчера, я очень много на самом деле записал, минут на 40. И это не вошло все в основную часть, потому что там не было никаких комментариев. Но смысл для вас смотреть какое-то видео на канале для изучения русского без русского языка. То есть, вот, поэтому я просто убрал эти части. Я их, скорее всего, на втором канале опубликую. То есть, там, с одной стороны, мое желание как-то создать контент на русском, то есть что-то сказать на русском, и с другой стороны, что-то снять красиво, и это две разные немножко вещи. Совместить это все вместе можно, но можно и не совмещать, я думаю. Можно сделать отдельные два видео просто и все. Вот. Поэтому в монтаже я сейчас придерживаюсь критерия, что главное, чтобы я говорил. И все. И дальше уже... А дальше уже можно редактировать. Кстати, да, об этом я тоже хотел сказать, что редактировать в русском языке это относится к тексту обычно. Редактировать текст. А если это речь идет о видео, то мы говорим монтировать. Вот. Вот так вот. Потому что я знаю, что в польском тоже в случае с видео тоже они используют редактировать глагол. У нас не так. У нас редактировать текст и монтировать видео. Хотя, возможно, кто-то говорит редактировать видео. Но редактировать это, наверное, когда ты уже сделал, и ты что-то меняешь. Меняешь в готовом видео. Вот. Ну, не суть. Короче, да, я буду в этих видео оставлять максимальное количество русского языка, чтобы вы слушали. Ну и визуальная часть это просто, чтобы вы смотрели на города, то есть где я буду ездить, гулять на велосипеде или пешком, на машине, на поезде, на самолете, на чем угодно, на любом транспорте. Вот, буду вам показывать и рассказывать. Так, теперь мне надо выбраться отсюда. Интересно, это можно сделать? А как выехать отсюда? Можно? Понял. Вот так вот. Тут не выехать. Да, впечатлениями вроде поделился про Петербург. Ну да, что тут говорить. В принципе, это все эти впечатления, и уже 100 раз все сказали, что тут плохая погода, плохой климат, но город такой душевный. Это тут, в принципе, ничего нового. В любом случае, я думаю, что Петербург это один из лучших городов, один из самых
интересных, насыщенных. И однозначно это Россия. То есть, несмотря на архитектуру, все равно здесь присутствует российский дух во всем его проявлении. То есть это Россия в любом случае, потому что многие думают, что если они поедут в Петербург, то это якобы не Россия. Россия это там, я не знаю, Смоленск какой-нибудь, Сызрань, Кострома. А Москва, Петербург это что-то типа уже не Россия. Нет, Россия это все. Россия это и московские небоскребы, это и села какие-то там под Ярославлем. Это и Кавказ, Алтай, Хакасия, Бурятия, Дальний Восток. Россия это, чтобы вы понимали, это, конечно, одна страна, но это практически как союз. То есть, вот чтобы понять Россию, проще, наверное, обратиться к такому понятию, как союз. Это просто союз территорий, но это точно не что-то такое одно в плане культуры, в плане менталитета. Это разные абсолютно территории, разные менталитеты, люди разные, этносы, традиции. Короче, это все к тому, что нужно... Я начал с Петербурга, но мы пришли к тому, что вообще стоит ездить по России везде, потому что это словно разные страны. Так что и в Петербург приезжайте обязательно. В Петербург летом надо приезжать, 100%. Если не хотите разочароваться, приезжайте летом. Вот, Москва тоже классный город. Так, мне надо, кстати, поправлять телефон, а то он может выскользнуть. Это тоже, кстати, опасно. Я вернулся, кстати, туда же. Только здесь закрытая территория какая-то. Контроль. В России много любят закрытые территории, любят показать, что вам сюда нельзя, что мы здесь главные, какую-то важность вот это вот, что охранники, мы все злые, мы все на постных щах. Вот это в России очень любят, часть нашего менталитета. То есть нет какого-то вот такого доброго отношения, типа, я не знаю, земляк или просто человек. Нет, если с тобой не знакомы, то ты такой подозрительный. Тебя в чем-то уже подозревают. И это да, это мне, кстати, не нравится. Одна из таких главных вещей, которые мне не нравятся в России, это недружелюбность просто. То, что люди незнакомые особенно воспринимают друг друга как, не врагов, а просто, подозрительно. Так, тут уже вот такая инфраструктура. Тут лучше колеса не бить, дойти пешком. Вот. Важность вот эта вот. Показать, что ты важный, что ты можешь запретить. Вы поняли. Так. Тоже исторический мост. Такой очень красивый. Не знаю, как называется, но прикольный. Прям как будто какой-то Лондон. Или Будапешт. Там тоже такие есть. Хорошо, что у меня сейчас на этот раз есть защитное стекло и защитный чехол противоударный. Поэтому даже если упадет телефон, у него есть шансы выжить и не разбиться. Классно. Здесь тоже шумно. Шумно прям вот некомфортно. Все-таки, наверное, большие вот такие гигантские города, гипертрофированные, наверное, это
не совсем такая здоровая тема. То есть это уже перебор, уже тебе некомфортно становится жить, а город становится просто каким-то средством для выживания. Просто работа, дом, а вот чтобы просто погулять и отдохнуть, расслабиться, это уже только за город, потому что город уже таких размеров, что уже комфортно в нем находиться невозможно. Запись все еще идет. Я так посматриваю. Так. Тут вот интересно, как дальше. Ну-ка, я вот так попробую, наверное, проехать. Хотя что-то я сомневаюсь, что я так далеко уеду. Здесь какие-то пушки у нас. Возможно, историческое место. И на этом кончается все. Возвращаемся. Это здорово, что в этом формате, наверное, можно импровизировать, говорить спонтанно, наверное, как на стриме. А можно, в принципе, и запустить как-нибудь стрим в таком формате, потому что я уже пробовал на втором канале с телефона запускать стрим, и в целом это работает. Смотрите, какой мост. Классно. Так, ну что, буду пробовать переходить. Но здесь, скорее всего, звук лучше, потому что здесь уже закрытая такая, как закрытый коридор, поэтому звук должен быть лучше. А здесь уже хуже. Так, окей. Здесь мы не пройдем, точнее не проедем. Глаголы движения в русском языке. Да, видите, здесь невозможно жить. Слышите, какой шум? Представляете, каждый день такое. Я не знаю, где вы живете, но, скорее всего, в городе поменьше. Потому что таких больших городов, на самом деле, не так уж много. Ну, в Европе, по крайней мере. Ну что, дальше мы поедем. Сейчас я поеду на набережную. Покажу вам набережную. Да, в принципе, там нечего показывать, просто там будет тише, я надеюсь. Конечно, может быть ветер, потому что там вода, открытое пространство, но машин уже не будет. Фу. О, обожаю такой асфальт. Вообще кайф по нему ездить. Вот здесь уже лучше. Здесь прям дикий Петербург, да? То есть трава, река. Кайф. Так, ну все, сейчас здесь где-нибудь сяду, посмотрю, что я наснимал. И отдохну немножко. Блин, вот лысая башка. Забавно выглядит. Вот так вот.